Гамарджоба, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в Тбилиси. Давайте вместе насладимся этим прекрасным городом. Мы с вами находимся в одном из самых живописных мест Тбилиси. Это грузинский Стоунхендж. С одной стороны открывается прекрасный вид на город и горы, а по эту сторону мы видим Тбилисское море. Автором данного памятника является Зураб Церетели. Он посвящен истории Грузии и роли христианства в стране. Издалека невозможно представить его истинные размеры, но вблизи перед вами будет 16 массивных колонн высотой более 30 метров, которые поражают своей красотой и размерами. Там же на вершине горы находится Благовещенская церковь. Немного лет тому назад, там, где сливаются, шумят, обнявшись будто две сестры, струя Рагвы и Куры. Вот именно этому самому месту Лермонтов посвятил эти строчки. Вы сами можете посмотреть на масштаб красоты, который открывается перед вами. Монастырь находится напротив древней столицы Грузии Мцхеты, куда также стоит заехать. Джвари – один из самых значимых и знаменитых монастырей и является первым памятником всемирного наследия в Грузии. С грузинского джвари означает крест. Внутренний экстерьер максимально аскетичен. В центре храма на каменном фундаменте возвышается большой деревянный крест. На заднем дворе есть дерево желаний, где можно привязать ленточку и его загадать. Тбилиси – это город с богатой историей, который насчитывает уже более 1500 лет. Его узкие улочки и древние здания оживают в туристический сезон, когда его население увеличивается в разы. Название Тбилиси, Тифлис, происходит от грузинского слова «тобели», что означает «теплый». По красивой легенде царь Вахтанг Гаргасал охотился среди густых лесов на фазанов, когда его сокол смертельно ранил одну из птиц. Поверженный фазан случайно упал в горячий источник и обварился. Пораженный этим происшествием, царь приказал построить на этом месте город. Рядом с храмом Метехи возвышается памятник Вахтангу I, известному как суровому воину, которого разбитые персы назвали волчьей головой в переводе Гаргасалия. У памятника поднята рука, то ли приветствуя гостей и жителей города на своей земле, то ли благословляя их. Возле бань находится памятник тому самому соколу и фазану. Ну а баня, это, как говорится, уже совсем другая история, которую мы посмотрим и покажем вам чуть-чуть позже. Недалеко от Метехи возвышается дворец королевы Дариджан и расположился популярный парк Рике, с которого лучше всего стартовать на фуникулере на гору Нарикала, чтобы потом налегке спускаться в старый город. Подъем стоит 3,5 лари. На входе в парк стоит памятник 9-метровое древо жизни, которое создано как бы из старых вещей, но создает интересный арт-объект и производит приятное впечатление. Поднявшись на гору, вам открывается красивейшая панорама города. С вершины можно уже дойти до старой персидской крепости Нарикала.
или пойти в сторону матери Грузии, которая своих врагов встречает с мечом, а друзьям протягивает чашу с вином. Там же рядом есть сувенирные лавки и столики, где можно сесть и отдохнуть. Продолжив наше путешествие по старому городу, мы погрузились в атмосферу старинных дворов и узких улочек. Первым по пути у нас была гостиница с красивой картиной, которая ее прославила. Отелю не хватает только хорошего местоположения, нужна своя изюминка. Этому отелю помогла картина Фрида Кало. Там же совсем рядом находится дом-музей с красивейшим подъездом-калейдоскопом. Но туда попасть не получилось, все было закрыто, к сожалению. Блуждая по улочкам, нашли аутентичный книжный магазин с очень доброжелательным хозяином. Но один из дворов Тбилиси украшает одинокий старичок Кадиллак. Обычно рассказывает историю о мужчине, который купил на последние скопленные деньги ту дорогую машину. После не смог ни ездить на ней, ни обслуживать ее. Но было оно так на самом деле, мы не знаем. А недалеко находится известный дом нефтепромышленника Михаила Калантарова. Он захотел жениться на оперной певице, а она поставила ему условия. Выйдет замуж, если тот построит особняк, напоминающий оперный театр. Так с помощью архитектора Саркисяна и возник этот сказочный замок. И было у Калантаровых 6 детей. И в честь каждого ребенка Михаил сажал во внутреннем дворе кипарис. Вот там такая красота. Ну а пока жена смотрела и выбирала картины, я любовался красивым памятником актрисе Софико Чаорели. Она единственная из актрис советского времени, которая 7 раз удостоилась приза за лучшую женскую роль на международных фестивалях. На известной картине Саврасова прилетают грачи, а на грузинской интерпретации прилетают коты. Площадь Арбелиани или Колхозная является одним из самых популярных мест Тбилиси. В середине 2019 года была завершена реставрация площади. В районе площади вы найдете тенистый сквер с огромными платанами. Здесь есть площадка для детей, скамейки для отдыха, а также потрясающей красоты фонтан, украшенный фигурами музыкантов, играющих на разных инструментах. На этой же площади есть памятник трамваям фирмы Гелиос, который был установлен в честь трамвая, который ходил здесь в начале 20 века. Ну а нагулявшись по площади Арбеляни, не спешите быстро убегать оттуда, ведь на месте бывшего колхозного рынка открылось обновленное современное торговое пространство «Базар на Арбеляне». На втором этаже отреставрированного здания расположился аграрный рынок. Третий этаж отдан под фудкорт, где можно найти блюда грузинской кухни и других кухонь мира, с приятными продавцами, которые помогут вам сделать свой выбор, дадут попробовать свою продукцию. Прекрасный фудкорт, в котором вы можете посетить, попробовать или купить себе чукшелу. Нагулявшись и проголодавшись, мы отправились насладиться настоящим грузинским застольем и мастер-классом по хинкали и хачапури.
Вино текло рекой, тосты были поразительно трогательными, а танцы зажигательными. Первый тост в Грузии всегда выпивается за Всевышнего. Так и открывается наше застолье, так и закрывается. У нас нет в конце пасашок, наход ноги. В конце тоже благодарим Всевышнему за все, и так уходит гость. Давайте выпьем, чтобы хранила нас всех и чтобы оберегала. Слава ему и нам здоровья. Без него ничего не происходит на этом свете, даже листья не шатают. И каждый утром, когда проснется, благодарим Всевышнему, чтобы нам еще один хороший день подарил в жизни. Аба? Koşko suadet ismi şuheva gadama zira maglita. Каждый из пришедших мог попробовать сделать хинкали. Потом я взялся помогать делать хачапури. Все? Все. Конечно, все. Фручача, да? О боже! Наслаждаясь ночным видом Тбилиси, мы отправились готовиться к следующему дню приключений в Грузии. Ссылочку на ребят мы оставим в описании. Жили мы недалеко от метро Авлабари, где находится памятник культовому фильму «Мимино», его автору Георгию Данелия, куда постоянно приходили экскурсии и просто почитатели его таланта. Как говорят городские легенды, на станции метро Руставели есть ракушка, которая возрастом 80 миллионов лет. И она исполняет желание. Нужно ее просто потереть и загадать желание. Ну и по традиции нашего канала мы отправляемся на рынки разных городов. Сегодня, чтобы ощутить колорит Тбилиси, мы отправились на дезертирский рынок. Osem lari, super, sveži. Сладкая? A? Сладкая? Oće. На рынке было много разных вкусностей. Понравились также деревянные игрушки и красивые кухонные принадлежности.
Ну и, конечно же, никуда не деться от уникальных тбилисских двориков. Еще одно колоритное место – блошиный рынок Сухой мост, который также интересен для посещения, и любой коллекционер найдет что-то стоящее. Я уже не стал смотреть монеты и купюры, иначе точно набрал бы себе целую кучу. Зато я себе присмотрел там почти новую видеокамеру. И третий по счету рынок будет Мейдан Базар. Это историческое место, где раньше хранили продавцы свой товар. Сейчас сделали музей-магазин, где можно посмотреть различные исторические артефакты, так и купить себе сувениров. Вот национальная емкость, из которого местные потребляют вино. Также можно примерять по послу и присмотреться к кинжал. Приехав в Грузию, в край виноделия, вам обязательно стоит посетить различные винодельни. В нашем случае это было Шато Мухрани. Оно находится в 30 километрах от Тбилиси, и туда можно добраться либо на такси, либо на своей машине. Здесь можно заказать различные туры и дегустации на ваше усмотрение. Ссылочку оставим в описании. Мы заказали экскурсию по винодельне, узнали много чего интересного про процессы производства и историю самой винодельни. Гид у нас тоже была очень хороший. Урожай. Джимми укращенно означает гору Лимитвана. Это сорт винограда в Азиане, зона номер 1. То есть это откуда собрали виноград. И плюс чинури или же чинебули. Это один и тот же сорт винограда. В верхнем части, видите, вот в центре бутылочка игристого вина, и называлась она Шатайнино. Почему? Потому что Шатайнино, она к нам пришла из Каппадокии, распространения христианства в честь Нино и Ивана, основатель Шато, назвал игристое вино. У нас это называется Ула. Ула – это был такой человек, борец, очень известный, и в честь него назвали вот такой сосуд, и прямо из которого можно и пить вино. На территории есть отдельный зал, где можно провести красивую свадьбу или другое мероприятие. Ну или посидеть с бокалом вина, как мы. После посещения винодельни мы отправились пешком к старой крепости Мухрани. Во времена нашествий жители как Мухрани, так и соседних деревень искали защиту за стенами этой крепости.
Крепость служила различным целям на протяжении своей истории. На территории находится маленькая красивая церковь и отважные четвероногие сторожи. А теперь мы приехали на семейную винодельню Неби. Встретил нас хозяин Арсен и проводил в дом, показав свой склад с квеври. Винодельню назвали Неби. Это старое грузинское слово переводится как «ладонь» и указывает, что все делают только руками, будь то создание вина или хинкали. Во владении винодельни несколько гектаров земли с виноградниками, из которых они собирают свой урожай. Время мы коротали за беседами, приготовлением шашлыка и многим другим. Жена хозяина проводит различные мастер-классы по хинкали, хачапури или чурчхеле. Мы же приехали на традиционную супру, грузинское застолье. Блюд было очень много, они были все очень вкусные, и вино также лилось рекой. Мы остались в восторге. Стаканы быть не будем. Вот что вы пьете? Я-то и думал, что там не то. В доме есть стена отзывов для посетителей, где мы тоже оставили свой автограф. Если вы изучили старый город, то можно отправиться в сторону метро Марджанешвили. Это уникальный район с красивой архитектурой, имеет одну из самых уникальных историй среди районов Тбилиси. С 1817 года в Грузию приехали переселенцы из Германии и начали жить на этой территории, дав ей затем название Новый Тбилиси, Ной Тифлис. Это можно видеть по архитектуре домов на главной улице. Мы отправились в парк Рос. В парке огромное количество мест для фотографирования. От рояля в кустах до необычных скульптур. И, несомненно, парк обладает неповторимым очарованием. Мы были в марте, и даже в это время года он был прекрасен. А уж когда погрузится в зелень и заработают фонтаны, он будет бесподобен. В белоснежном здании с колоннами некогда был Дом культуры и кинотеатр. Сейчас в нем проходят торжества от свадеб до юбилеев. Эту же улицу украшает здание с внушительным мозаичным панно. Его автор – известный скульптор Зураб Церетели. Раньше перед Домом Просвещения располагались фонтаны, но ими пожертвовали в пользу парковки. Сейчас в здании расположен бизнес-центр «Мозаика». И вот мы дошли до пространства «Фабрика». Названа так по причине того, что в ее стенах действительно когда-то находилась большая швейная фабрика. Фабричные детали теперь используются как элементы декора, а в освободившихся пространствах открылись магазины, кафе, бары, рестораны и большой коворкинг спейс.
В одну гончарную мастерскую мы зашли, и при большом желании можно договориться о мастер-классе. В этом же здании располагается хостел, и самый дешевый номер в нем стоит 9 евро на человека в дармитории на 12 человек. Перед поездкой нас интересовало несколько вопросов, которые мы хотели спросить у жителей Тбилиси. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Слушай, а почему в Грузии так запутанно для европейцев? Мама — это деда, папа — это мама. Так вот, вот в чем дело. С грузинского языка слово «мама» или «мамао», «мамао» то есть уже священник, «мама» обозначает отец. А слово «мать» обозначает деда. Вот. А дед — это папа. Да. Вот такое. Есть еще дейда, это как тетя. Ну, это у нас так. И это очень интересно. Вот, например, ты подходишь, или ты же не знаешь, там, да, впервые в Грузии, и ребенок подходит и говорит: мама, мама, и это отец приходит, понимаешь? Это маскировка, грузинский такой, шутку. Связано это с чем? Не знаю, такой у нас язык. То есть наш язык один из древнейших языков в мире, так получается, правильно? Очень интересный вопрос, если честно, даже не знаю. Но очень интересный нонсенс. То есть у нас Дедушка Мороз, то есть папа тоже. Папу называют мама, а мама это деда. И это, исторически так пошло. То есть какого-то определенного момента, почему нету. Но очень интересно для всех, кто посещает Грузию, слышать, что абсолютно нестандартно, абсолютно не похоже на другие страны, другие языки. Все наоборот. Еще, как говорит интернет, самое сложное по произношению грузинское слово — это вот это. Могли бы его произнести? То есть у нас есть произведение «Убивающие тигры», это же «Витязь в тигровой шкуре», то есть очень интересное слово, я сейчас попытаюсь его еще раз, чтобы понятно было. Но это не единственное слово, кстати, которое очень интересно звучит. И у нас очень, я добавлю от себя, очень популярное и интересное слово есть «шемомеджама», что в переводе значит «это было настолько вкусно, что я не сдержался и съел все». Да. Надо запомнить, в Грузии пригодится. Шемомеджана. Шемомеджама. Шемомеджама. Окей, да, это не сложно. Не сложно? Это не сложно, да. Если, да, не так быстро произнести, тогда не сложно. Ну, это как, это не самое сложное слово. Вот скажи достопримечательность. Гирса. Даже мне иногда сложно. А если более запутать, очень сложнее, чтобы у нас есть, например, 3 буквы К. Это К, это К, еще буква К. И вот эта буква, вот эта она сложнее всего для туристов. Например, чтобы научить их, мы говорим такое: лягушка в воде квакает. Ну, на грузинском она звучит вот так. Это очень сложно. Какие самое красивое место в Тбилиси, которое ты мог бы посоветовать другим людям? Ой, ну знаешь, Геннад Свали, все места в Тбилиси красивые, по моему мнению. Ну, прям вот туристическое, которое, если взять такое самое популярное, это старый город. Но когда гость прямо ко мне приходит, да, обязательно ему показываю Пантеон и фуникулер. Тацминда, это гора, так называется, Святая гора, называется Тацминда. Вот. Там очень, в первую очередь, раньше еще в советское время там именно самые вкусные воды лагизи и вкуснейшие пончики. Хотя вот вкусные пончики тоже готовят в Габриадзе, но это кафе пока в реставрации. Вот. Наверное, самое важное — это подняться на гору Тацминда и посмотреть оттуда на весь город, который открывается. И оттуда также видна статуя, наш главный монумент, это Мать Грузии.
а также прогуляться по идеально просто красивым узким улочкам старого города. Ой, я люблю старый город, я люблю Тецминда, еще Коджори, может, вы слышали, это тоже часть Тбилиси, Кустба, например, потому что я люблю природу и так далее, да. Поэтому... Считается, что грузины, почти все грузины поют и танцуют хорошо. Ваше мнение по этому поводу и к кому вы себя относите, к танцорам или певцам? Абсолютно согласна с этим. Наверное, я не знаю среди своих знакомых и в Тбилиси, и по Грузии человека, который либо не танцевал бы, либо не пел. Ну а 70% точно делают и то, и я также. Ну да, народ у нас, они любят делиться эмоциями. Мы любим делиться эмоциями, мы любим проводить время вместе, мы любим открывать, то есть раскрывать супра у нас так называется, то есть мы раскрываем стол, угощаемся, бери не хочу, бери не могу. А потом, конечно же, это все заканчивается традиционными песнями и танцами. То есть это вот прямо традиция народа. Я думаю, не все, но многие умеют, да. Я вот маленькие, когда мы маленькие, да, все стараются там изучить танцы, песни, и потом уже как-то так уходит, что мы все знаем танцевать. А вы себя относите к певцам или к танцорам? К танцорам, я более танцором, да. Последний вопрос. Может, много, чтобы мне прям нечего делать, я бездельник, все стоит. Знаешь, вот я же именно тебя ждал, Господи, да. Отправь мне человека, которому тебе интересно, ему расскажу. Говори, задавай вопрос. Бытует такое мнение, то, что все грузины, либо практически все грузины хорошо поют и танцуют. Смотри, правда? Я по национальности не грузин, я езид, который родился тут. Но я могу тебе сказать, что именно так и есть. Многие грузины, можно сказать 90%, они поют и танцуют. Чтобы не опозориться, я могу только никому не показывать. Подожди. Чтобы не опозориться, чтобы никто не видел, там туда стой, я тебе покажу. Ну вот, например, такой танец, там тюркский. Вот так. Ну и еще там еще движение. Цминда Самеба или Троицкий собор – самый высокий храм в Грузии. Его высота составляет 101 метр. Храм был построен на пожертвования прихожан. Строительство собора началось в честь 2000-летия христианства и 1500-летия независимой грузинской церкви и завершилось в 2004 году. Как мы узнали, по правилам храма, внутри можно снимать видео и фотографировать, но нельзя позировать на фоне иконы убранства храма. А с верхней площадки храма открывается волшебный вид на все достопримечательности города. Жили мы в отеле Кхеди, что в переводе означает «вид». Виды из номеров открываются поистине прекрасные. И сам отель отличается уникальным, аутентичным дизайном, и шеф-повар в этом отеле имеет мишленовскую звезду, и все блюда в этом отеле очень вкусные. И более подробную информацию и видео об этом отеле вы можете посмотреть на нашем канале.
мы заранее решили посетить место, где можно попробовать популярную мама хинкали. После этого мы отправились прогуляться вдоль инжирного ущелья. Хинкали правильно естся руками, ни в коем случае не вздумайте его резать ножиком. Самое вкусное и ценное в хинкали — это сок, который находится внутри с мясом. В 19 веке ущелье Лейк-Птахеви было окружено роскошными домами с балконами, а в начале 20 века начало использоваться как коллектор, а позже вообще заасфальтировано. И только в 2012 году ущелье было восстановлено. Домики отреставрированы, река очищена, установлены скамейки, открылись кафе. Водопад Лейк-Птахеви уникален тем, что находится практически в центре города. Подойти к нему совсем близко было невозможно, потому что проход был закрыт и стояла табличка о камнепаде. Но некоторые смельчаки перелезали забор и отправлялись прямо к нему. Ну а позже мы отправились в серные бани. Мы с вами в серной бане. Температура воды 40-45 градусов. При необходимости можете попросить, чтобы воду охладили немножко. Находиться в этой воде лучше не дольше, чем 10-15 минут, потом принимать душ и можно продолжать посещение серных вод. Лучше перед посещением снять все украшения, металлы, кроме золота, так как остальные просто потемнеют. Если же вас будет мучить вопрос, что находится внутри вип-бани за 600 лари на 9 человек, там есть бассейн с холодной водой, бассейн с серными горячими источниками, 2 массажных стола, на которых вас помассируют и снимут старую кожу за дополнительную денежку, и комната отдыха, где можно отдохнуть после процедур. И гвоздь программы — это сауна, где можно погреться, если вы замерзли. Вы нас спросите, как ощущения после бани? На самом деле, очень интересное, необычное ощущение. Очень долго привыкаешь вначале к температуре, к запаху, в принципе, быстро привыкаешь, но часа, по нашему опыту, я скажу, что маловато будет. Памятник Бириоба посвящен актерам грузинского народного театра масок. Между скульптурами оставлено место для туристов, которые желают влиться в их коллектив и сделать фото. В основе творчества актеров Бириоба лежали сценарии, выработанные многими поколениями, имели разные жизненные и мифические сценарии. И совсем рядом находится одна из самых главных достопримечательностей старого города — башня Резо Габриадзе с самыми маленькими в мире и работающими башенными часами, и театр марионеток. Большинство не понимает надписи на табличке на грузинском, а она достаточно смешная и гласит: если ты подпрыгнешь, то узнаешь, сколько весит земля без тебя, с отсылкой на табличку выше. Там же мы познакомились с гидом по Тбилиси Сиабо. Он нам провел мини-экскурсию по окрестностям театра и церкви и рассказал много чего интересного и увлекательного. Ну, не буду себя хвалить, потом сам искать, что самый лучший гид. Мы находимся с вами в одном самом главном достопримечательности города Тбилиси, возле театра Резо Габриадзе. Его из России тут мы можем видеть красавица-чудовище. Еще в шутку это уже мы придумали, что наше чудовище доброе, потому что кушает только мужчин. Скажи. Слова Резо Габриадзе. Экстра чепам нигил гогито лос прима. Что обозначает: пускай льются слезы ваши только лишь от нарезка лука. И РГ, то есть инициал Резо Габриадзе.
А когда спрашивали, почему не на грузинском, сказал, это было мне интересно, вот на латинском остановиться и задумать, поэтому именно на латинском. Часы не так уж ровны. Почему? Потому что на 5 минут, чтобы мы знали бы, не надо опаздывать или не надо спешить. Или в шутку говорят, что грузины любят опаздывать. Это шутка. Просто 5 раз на ударить и зайдет. Но всем будет маленькое представление. Можно наверху так снимать. Всем открывается нижний, будет маленькое одноминутное представление, где показывается цикл жизни. Ребята одеты в черном, мы их видим. Это очень интересно, потому что как бы неодушевленные куклы, они как бы одушевленные. Мы слышим голоса великих актеров, режиссеров, сценаристов, очень известных людей, которые большой труд вкладывали в это все представление. Вот, например, Верикуан Джапаридзе, мать самого Совходжа Аурели, знаете про Совходжа Аурели, вторая жена Коты Махарадзе, великий комментатор Грузии, футболист. И вот тут мы видим представление самого Роза Габриадзе. В основном их 5, но тут представлены 4. «Осень моей весны». Я буду кратко просто рассказать, потому что в целом это очень долго, что все рассказать. Это про сороку Борю, которая очень, как член семьи, очень любит бабушку. И когда умирает дед, у них конфискуют имущество, и сорока Боря крадет банк, чтобы помочь бабушке. Это очень интересная сцена, когда подходит полицейский и говорит бабушке, что вашу Борю надо задержать. А бабушка говорит: зачем? У меня же Боря начитан, в библиотеку ходит. А полицейский говорит: нет, ваш Боря крадет банки и ходит по бабу. Дворы. Еврейские дворы отличаются тем, что у них именно двор широкий. Почему? Потому что все соседи, они раньше, сейчас это потемку теряется, все соседи, они вместе садились за стол, у кого что есть, не имеет значения какого-то ранга, что у тебя есть, кто ты там по профессии или там по званию. Все соседи вместе садились, во главе был Тамада знаем, да, кто такой? Вот, и все дружно за столом сидели. Почему появились вот такие винтовные лестницы? Потому что такие широкие лестницы, они закрывали помещение, поэтому появились такие винтовные, это протокопия деревянных. Именно деревянные балкончики, именно деревянные вот такие лестницы строились раньше. Совсем рядом с башней находится старейшее кафе в Тбилиси с очень фотогеничным и необычным интерьером. Ну и послушав общего совета, мы отправились на гору Мтацминду, чтобы воочию увидеть Тбилиси уже с другого ракурса и насладиться вечерней панорамой. Подъем в одну сторону стоил 10 лари с человека. Самое интересное, что отсюда видна наша самая первая точка – Хроники Грузии. Мтацминда является самой высокой точкой Тбилиси. Парк разделен на 3 зоны – экстремальную, детскую и семейную. Сам парк недавно отметил 85-летие и охватывает достаточно большую территорию. Помимо аттракционов, в парке расположены рестораны, кафе, магазины и даже дом бракосочетаний.
Добраться отсюда в город можно либо на общественном транспорте за 1 лари, либо на такси. Такси, если не ошибаюсь, стоило в районе 15 лари. Тбилиси принял нас с открытыми объятиями и теплом во всех смыслах, несмотря на предостережение относительно погоды в марте. Времени нам показалось недостаточно, чтобы посмотреть все самое лучшее. Похоже, нам придется вернуться снова, чтобы полностью насладиться всеми его достопримечательностями.